бесконечности, но, мне кажется, уже теперь легко сообразить, как его изменить, чтобы получить определение последовательности, стремящейся к минус бесконечности. Ну, здесь просто плюс заметить на минус, да? Значит, вот, ну вы, конечно, это перепишите. По-хорошему я вообще бы предпочел сказать, а теперь по аналогии напишите определение для предела равного минус бесконечности. Ну, поменяю минус, поменяю плюс до минус, так и быть. Второй вариант определения, он потребует немножко другого изменения. Да? Тут нет никакого плюса. Тут надо написать, что xn должно быть меньше, чем d. Вот какое изменение должно быть здесь. А все остальное будет то же самое. Мы теперь хотим, чтобы, если мы выберем эпсилон, вернее e, то все элементы нашей последовательности, кроме... Кстати, я как-то на это внимание не обратил, может быть, вы выключите сплит-систему, хоть вторая половина лекции будет немножко. Немножко лучше будет слышать. Его и перерыв как отключили. Ну тогда вообще начать. Так вот, все элементы нашей последовательности, кроме, быть может, каких-то начальных элементов, попадут вот сюда. Все они окажутся меньше. И опять же, e может быть как положительным, так и отрицательным. И тут наиболее интересно, когда e у нас уходит куда-то далеко влево. Да? Когда оно у нас отрицательное и по модулю большое. Вот если для любого числа, где бы далеко оно, как бы далеко оно не располагалось, слева на вещественной оси, если это выполняется, тогда последовательность имеет предел равный минус бесконечности. И вот обратите внимание, здесь о симметричных окрестностях говорить нельзя, потому что у плюс бесконечности нет ничего справа, да? У минус нет ничего слева, то есть тут односторонние окрестности всегда есть. Но с другой стороны, вот если взять и рассмотреть такое множество, вот это нолик, вот это минус e, это плюс e, вот рассмотреть такое множество. Да? В каком-то смысле симметричная окрестность на чего? Нуля. Ну, если бы нуля я бы вот это штриховал, да? А я вот именно это штрихую. Вот это я хочу включить. Давайте я напишу так. Это луч минус бесконечность минус e, объединенный с лучом e плюс бесконечность. Или я могу это описать еще так. Это все иксы такие, которые по модулю больше, чем e. Согласны? Так вот, можно сказать, что это симметричная окрестность, бесконечность. Только вот какой бесконечность? Минус или плюс? Договорились, что вот это такая бесконечность, в которой ни плюса, ни минуса нет. Просто вот значок бесконечности без знака. То есть получается, у нас есть три вида бесконечности. Плюс бесконечность, минус бесконечность и просто бесконечность. Вы скажете, а зачем нам это надо? Что нам нового дает введение просто бесконечности без знака? Вот что нам дает. Вот, предположим, у нас будет такая последовательность. Минус единичка в степени n умножить на n. Как она себя ведет? Вначале будет у нас минус единица. Потом будет двойка. Потом будет минус тройка. Потом будет четверка. То есть вот она себя как-то так ведет. Она прыгает то вперед, то назад. И постоянно ее размах прыжков увеличивается. Можно ли сказать, что она имеет предел равный плюс бесконечность? Нет. Потому что какую бы мы окрестность плюс бесконечности не взяли, в ней этой окрестности окажется бесконечное количество элементов. Все элементы
модуль которых является нечетным числом. Да? Можно ли сказать, что ее пределом будет минус бесконечность? Тоже нельзя, потому что тогда вне такой окрестности, любой такой окрестности, у нас окажется бесконечное количество элементов, у которых модули четкие. Но с другой стороны, она-то уходит на бесконечность, да? Просто она ток плюс, ток минус. Да? Вот когда у нас была конечная ситуация, мы говорили, что предела нет. И это было правильно. А вот в данной ситуации удобно считать, что предел есть. Но просто, что это предел просто равняется бесконечности. Вот у этой последовательности предел равен просто бесконечности. Хотя ни плюс, ни минус бесконечности, ни к плюс, ни к минус бесконечности наша последовательность не стремится. А как дать строгое определение предела к точке просто бесконечности? Ну, если договориться вот это обозначить окрестность у бесконечность без знака, да еще для наглядности тут Е написать, хотя это не обязательно, симметричная окрестность, да? Могу знак просто стереть везде, и получится определение уже просто. Здесь, конечно, надо, ну давайте я тут Е напишу для большей наглядности. Да? Для любой симметричной окрестности бесконечности найдется такое n, что для всех n больших этого n большого, xn принадлежит этой симметричной окрестности. А на языке en что надо будет исправить? Надо будет вот что исправить. Во-первых, здесь будет похоже на определение на языке эпсилона. Тут тоже надо потребовать, чтобы e было больше нуля. А здесь, как опять же на языке эпсилон n, модуль появится. Если по модулю xn больше e, то значит он попадает, этот элемент xn попадает в симметричную окрестность бесконечности. И значит существует предел. Все рассмотренные нами виды последовательности, и стремящиеся к плюс, и к минус, и просто к бесконечности, называются бесконечно большими последовательностями, по аналогии с бесконечно малым. Если последовательность сходится к плюс бесконечности, или минус, или просто, то она называется бесконечно большой. Бесконечно большой. Если внимательно посмотреть на определение вот этих трех разных определений предела бесконечно большой последовательности, то вы можете заметить, что в одном отношении здесь нет единственности. Если какая-то последовательность стремится к плюс бесконечности, то есть xn будет больше какого-то e, ну, я только главное неравенство напишу, то ведь если это выполняется, если xn больше e, модуль xn тоже будет больше e. Правильно? Значит, получается, что из этого следует, что xn стремится и просто к бесконечности. То есть, если она постоянно находится здесь, то можно считать, что она попадает в симметричную окрестность. Это так, это так. И более того, если она стремится к минус бесконечности, то тоже одновременно можно утверждать, что она стремится и просто к бесконечности.
Просто вот этот факт, он более сильный. Это более сильное утверждение. Если мы знаем, что предел равняется просто бесконечность, то вполне возможно, что наша последовательность вот так вот себя ведет, прыгает вправо, влево и так далее. Если же предел равняется минус, то значит, ясно, что она уходит влево и уже обратно не возвращается. Да? Обратный факт, конечно же, не верит. Если xn стремится просто к бесконечности, то отсюда не обязательно следует, что xn стремится к минусу. Ну и то же самое для плюса. Это не верно. Это не верно. Хотя иногда такое может быть. Иногда такое может быть. Если мы отсюда начнем, перейдем сюда, потом вернемся обратно, естественно, будет правильно. Вот так. Но это единственная ситуация, в которой вроде бы, строго говоря, предел не записывается единственно возможным способом. Во всех других случаях предел по-прежнему единственный. Давайте все эти случаи перечислим, и это в виде теоремы оформим. Теорема о единственности бесконечных пределов. Последовательность не может одновременно стремиться к конечному и бесконечному пределу. Это первый факт. Последовательность не может одновременно стремиться к конечному и бесконечному пределу. Последовательность не может одновременно стремиться к конечному и бесконечному пределу. И второй факт. Последовательность не может одновременно стремиться к пределу минус бесконечность и плюс бесконечность. То есть она может, конечно, стремиться просто к бесконечности, да? Но сказать, что одновременно выполняется и то, что x стремится к минус, и то, что x стремится к плюс, вот такого быть не может. Последовательность не может одновременно стремиться к плюс бесконечности и к минус бесконечности. Фактически в этой теореме много утверждений. Да? Вот какие случаи невозможны. Давайте их просто перечислим. Невозможны следующие случаи. Когда xn стремится к a, и xn стремится к плюс бесконечности. Не может такого быть. Когда xn стремится к a, и xn стремится к минус бесконечности. Такого тоже не может. Когда xn стремится к a, и xn стремится просто к бесконечности. Такого тоже может. Такого тоже не может. И, наконец, когда xn стремится к минус бесконечности, и xn стремится к плюс бесконечности. Такое тоже не может. Возможно только две ситуации. Да? Возможно, что xn стремится к минус бесконечности и просто к бесконечности. И возможно, что xn стремится к плюс бесконечности и стремится тоже просто к бесконечности. Я не говорю, что из одного обязательно следует другое, что это равносильно. Но вот я уже говорил, что из чего следует. Вот эти ситуации возможны. Только здесь можно написать два разных предела, хотя на самом деле то и то, конечно, бесконечно. Вот эти три ситуации невозможны. Невозможно. Ну вот, не хочу эту теорему доказывать. Я скажу, как ее доказать. У нас уже была такая теорема, собственно говоря, в самом начале, правильно? Мы доказали такой факт. xn не может сходиться к двум разным конечным пределам. Да, вот это мы доказали. Это мы доказали. Давайте вспомним, как мы это доказывали. Мы взяли эти две точки, ну то есть от противного, да, предположим, что это возможно. Да? Взяли мы эти точки, что мы сделали с ними? Окрестности взяли, которые не пересекаются, всегда это можно сделать. Аккуратненько выписали определение на языке окрестностей и получили противоречие.
Так вот, ровно таким же способом можно доказать любой из вот этих вот перечеркнутых, вернее, доказать, что надо перечеркивать все эти факты. Да? Например, ну вот скажем, для определенности. Предположим, что у нас есть конечный предел и есть предел минус бесконечный. У одной и той же последовательности. Что мы делаем? Мы берем окрестности этих двух точек, которые не пересекаются. Это всегда можно сделать, правда? Вот это окрестность минус бесконечности. Это окрестность А. И потом аккуратно выписываем определение предела для случая А и для случая минус бесконечности. И видим, что начиная с некоторого номера элементы должны попасть одновременно и сюда, что невозможно. И вот выбрать не пересекающиеся окрестности можно во всех перечеркнутых мною случаях. Правильно? Например, вот для этого случая, да? Взять не пересекающиеся окрестности плюс и минус бесконечности. Ну вот, одна окрестность для минуса, вот окрестность для плюса. Рассуждения потом абсолютно аналогичные. Даже можно картинки не рисовать, а просто определение записывать и сказать, что вот выберем окрестности, которые не пересекают. А вот здесь как? А здесь как? Ну вот тут чуть-чуть похитрее. Единственный случай, когда немножко похитрее. Вот тут я еще нолик возьму. Вот где-то здесь А. Вот какая-то окрестность А. Я беру какой-то кусочек симметричной окрестности бесконечности, вот это Е, и симметричный ему кусочек для минуса. Главное, чтобы эта окрестность не попала в зашлифованную часть для окрестности бесконечной выделенной точки. И опять я вижу, что эти окрестности не пересекаются. Ну и все, и тогда опять рассуждаем абсолютно так. А вот окрестности этих обязательно пересекаются. Мы никак не сможем подобрать окрестность, скажем, минус бесконечности и просто бесконечность, чтобы у них не было общих точек. Обязательно найдутся. Поэтому вот от противного мы не сможем доказать, что не может быть такого случая, когда xn стремится и к минусу, и просто к бесконечности. Ну, мы это и не собираемся. Я вам советую попытаться все-таки воспроизвести это доказательство. Немножко попугаю еще разочек вас. На коллоквиуме я как раз предложу вам доказать один из этих фактов, чтобы стимулировать, да, вас к повторению этой теоремы, и чтобы вы попытались применить ее к этому случаю. Вопросы? Что непонятно по поводу бесконечно больших последователей? Немножко странным кажется, что, видите, у нас 3 вида бесконечности. Но я объясню почему. Потому что иногда бывает так, что последовательность идет не вправо, не влево, а прыгает. Есть вопрос. Да. А вот третий случай, когда стремится к определенному числу и просто бесконечности. А вот же я только что о нем говорил, смотрите. Значит, я немножко недоволен. Ну как, вот это же симметричная окрестность Е, да? Вот это все, вот эти две части, это и есть окрестность просто бесконечности. Согласны? Все, понял. А это окрестность конечности. Спасибо. Ваш вопрос очень полезный, потому что, возможно, у многих эти вопросы есть, а они боятся спросить. Так вот, вы спрашиваете, и тогда я скажу, и всем будет полезно. Да? Все это узнают. Спрашивайте. Чтобы закончить с бесконечно большими последовательностями, давайте мы вот что обсудим. Интересный вопрос. Арифметические свойства бесконечно больших последовательностей. Арифметические свойства бесконечно больших последовательностей.
Здесь мне будет удобно нарисовать таблицу, потому что уж очень много комбинаций у нас будет. Вот у нас есть xn, есть yn. Мы знаем, к чему стремятся xn, yn. Вот тут я напишу, чему равняется предел xn, тут напишу, чему равняется предел yn. Какие могут быть варианты? xn может иметь конечный предел, может иметь предел минус бесконечность, может плюс бесконечность, может просто бесконечность. Ну, здесь y может иметь конечный предел, b, скажем, да, минус бесконечность, плюс бесконечность и просто бесконечность. Эта таблица будет рассматривать случай суммы двух последователей. Вот давайте заполним эту таблицу. Чему тогда будут равняться пределы суммы? Мы знаем пока только один факт, что если и xn, и yn имеют конечные пределы, то предел суммы — это сумма пределов. Ну и, разумеется, все остальное мы еще не доказывали, но вот на интуитивном уровне, да, потом мы что-то докажем. Вот, если xn стремится к минус бесконечности, а yn является конечным. Ну, вот равняется сумма. Минус бесконечность. Если xn стремится к плюс, а yn конечное, будет плюс бесконечность. А если xn просто бесконечность, то добавляя к ней какое-то ограниченное значение, мы помним, что b, если она является сходящейся, то она ограничена, мы, конечно, тоже то же самое получим. Ну, в силу коммутативности операции сложения мы можем заполнить не только первый столбец, но и первую строку. Значит, здесь будет минус бесконечность, здесь будет плюс бесконечность, здесь будет бесконечность. Дальше. Если мы к минус бесконечности прибавим минус бесконечность, грубо говоря, мы получим, конечно, минус бесконечность. Если мы к плюс бесконечности прибавим плюс бесконечность, то тоже ничего другого не получится. Если мы к бесконечности прибавим бесконечность, ну, вообще говоря, конечно, бесконечность будет. Бесконечность будет. Так. Ну и на этом все, что требует доказательства, ну как, все остальное тоже будет требовать доказательства, но будет немножко другое. А вот здесь что будет? Что будет, если мы к плюсу прибавим минус? Если мы... Да, это будет неопределенность, то есть может быть все что угодно. Поэтому я пишу знак вопроса. И вот все остальные ячейки моей таблицы будут содержать знаки вопроса. В данном случае ничего сказать нельзя. Все что угодно может быть. Может быть конечный предел, может быть бесконечный, любых видов. Может предел вообще не быть, между прочим. Вот. Собственно говоря, вот эти вопросики, это тоже некие утверждения, да, просто они такие отрицательные утверждения. Ничего нельзя сказать относительно предела xn плюс yn. Ну, вопрос поставлю. Если даже известно, что xn стремится, ну, скажем, к плюс бесконечности, а yn стремится к минус бесконечности. Ничего сказать нельзя. Как такие отрицательные утверждения доказать? Надо просто привести конкретный пример. Если мы покажем, что в одном случае сумма будет, скажем, конечным пределом, в другом бесконечным, а в третьем вообще не будет предела, да, то мы как раз этот факт и докажем. Ну, хватит всего двух фактов, да? Так, ну и какие же тут факты можно использовать? Ну, смотрите. xn равняется n. Замечательная последовательность, которая стремится к
плюс бесконечность. Согласны? yn равняется минус n. Тоже замечательная последовательность, которая стремится к минус бесконечности. Ну а xn плюс yn это постоянная последовательность, которая равняется нулю. Ну, ее предел равен нулю, естественно, как и любой постоянной последовательности. То есть вот это случай, когда сумма двух бесконечно больших дает ограниченную последовательность. Да. А теперь я возьму и тут напишу n квадрат. Исходные условия будут такие же. xn стремится к бесконечности со знаком плюс, yn со знаком минус. Сумма xn плюс yn это n квадрат минус n. Я могу это переписать как n умножить на n минус 1 для большей наглядности. Мы, правда, о произведении ничего не говорили, но это тоже достаточно простой факт, который можно пытаться доказать. n стремится к чему? К плюс бесконечности, к плюс бесконечности. n-1, очевидно, тоже стремится к плюс бесконечности. Ну и куда деваться произведение? Разумеется, все это будет тоже стремиться к плюс бесконечности. Так что, видите, вот из этих двух примеров уже видно, что что-то определенное сказать об этой ситуации, вот об этой ситуации нельзя. Ну и вот я вам советую, собственно говоря, мы одновременно вот эти две ситуации рассмотрели, да, потому что они полностью симметричны. Ну вот еще две осталось. И давайте рассмотрим одну из тех ситуаций, для которых есть некое положительное утверждение. Ну вот скажем, вот это. Если xn сходится к какому-то конечному числу, а yn стремится к плюс бесконечности, то их сумма будет тоже стремиться к плюс бесконечности. Значит, xn стремится к а, yn стремится к плюс бесконечности. Надо доказать, что xn плюс yn стремится к плюс бесконечности. Ну, когда n стремится к бесконечности, естественно. Вот, надо это доказать. Чтобы повысить ваш интерес к доказательству этой теоремы, я скажу, что на коллоквиуме тоже я предложу один из вот этих фактов вам доказать. Они все доказывают аналогично. Так, что я хочу доказать? Давайте запишем, что нам требуется доказать. Для любого e найдется такое n натуральное, что для любого n большего n, большого вот этого самого, xn плюс yn будет больше, чем e. Вот доказать я должен, что найдется такое n, какое бы я e не выбрал. e может быть маленькое, может быть большое, может отрицательное, но, конечно, самое интересное, когда e у нас как раз большое и положительное, да? То есть когда мы приближаемся к плюс бесконечности. Все равно, каким бы большим мы e не выбрали, для почти всех элементов, для всех, начиная с некоторого номера, эта сумма будет все равно больше, чем это. Так, ну что, таблицу, наверное, уже можно стереть, хотя мне она не мешает. А что мы знаем? Как обычно, я должен показать, как выбрать n, да? Используя то, что мы знаем. Мы знаем вот эти два факта. Эпсилон я могу выбрать как хочу. Давайте я выберу эпсилон равный единице. Для определенности. Выбрал. Для него, для этого эпсилон, поскольку xn стремится к а, обязательно найдется такое n1. Что для любого n больше равен 1, что будет выполняться? xn минус а будет по модулю меньше единички. Или, иначе говоря, xn будет меньше а плюс 1 и больше а минус 1. Хорошо. А теперь давайте я запишу определение того, что yn стремится к плюс бесконечности,
ничего не фиксируя пока. Я на самом деле вот этот Е зафиксировал. Так? Вот я его выбрал и хочу подобрать его. А тут я пока ничего фиксировать не буду. Я другую немножко букву использую, точнее букву ту же самую, я там, скажем, для любого Е штрих. Что я могу сделать? Найдется такой N2 натуральный, что для любого N больше N2, что будет? YN будет больше, чем E штрих. И вот смотрите, здесь у меня такое неравенство, YN больше чего-то. Могу я выбрать такое же неравенство для XN? Могу, правда? Вот оно. Только переписать его нужно в другом порядке. Давайте ниже его напишу. Вот если я возьму n большое равное max от n1 и n2, то кроме вот этого неравенства я еще могу такое использовать. xn больше a минус 1. Вот два неравенства, которые одновременно выполняются. Одновременно выполняются. Если я почленно сложу эти неравенства, я получу тоже верное неравенство. xn плюс yn будет больше e штрих плюс a минус 1. Вот. Похоже? Похоже? Да. Если бы вот это оказалось равным вот этому e, исходному, который я выбрал, то мы бы доказали теорему. Я бы взял тогда n как максимум из n1 n2 и получил ровно ту оценку, которая нужна. А как мне добиться того, чтобы вот это выражение было равно e? Смотрите, e я выбрал, да, я его менять не могу. Я хочу вот для любого выбранного e это доказать. Я как-то e выбрал. А я тоже менять не могу, потому что это предел. Но ведь e штрих я могу выбирать как хочу. И вот, если я хочу, чтобы это равнялось e, значит, в качестве e штрих я должен взять e минус a плюс 1. И вот я немножко назад возвращаюсь. Я, конечно, мог сразу такое написать, но вы подумали, а как это здорово сообразить, да, как это вот я хитро подобрал. Так обычно не так. Так можно доказать, только если выучить это доказательство как стишок. А зачем нам это делать? Да? Мы как раз таки рассуждаем наиболее естественным образом и в конце видим, что надо сделать. Вот мы видим, если я теперь вот видите, любое уберу, я говорю, что вот я выберу конкретное решение, вот такое, Е у меня есть. Выбрал. Для него, как и для любого другого, я могу подобрать N2, все тут остальное остается. Но теперь, когда мы это все просуммируем, волшебным образом мы получим вот это неравенство. И тем самым мы докажем данный факт. И вот на этом пути можем доказать, мы что доказали? Вот этот факт, да? Вот этот и одновременно вот этот. Вот эти два факта мы доказали. Эти факты доказываются абсолютно аналогично. Абсолютно аналогично. Вот. Эти факты очень легко доказываются. Немножко чуть больше проблем возникает с утверждениями, в которых содержится просто бесконечность. Потому что там у нас возникают модули. Да? И вдобавок еще Е у нас предполагается больше нуля. Ну, хорошая новость. Для вот этих фактов, эти факты я не буду давать на коллоквиуме. Да? Ну, а кто хочет разобраться с ними, ну, разбирайтесь. Если будут вопросы, если вы захотите это обсудить, мы это обсудим. Да? Вот. Ну, свойства, связанные с произведением, мы не будем обсуждать, хотя вы можете подумать, вот, что можно сказать о перемножении бесконечно больших последовательностей. Ну, все там тривиально, да? Бесконечно большие перемножать будут бесконечно большие. Если минус умножается на плюс, будет, естественно, минус. Если минус бесконечность на минус бесконечность, будет, естественно, плюс. Это все тоже очень легко доказать. На сегодня все.